Было бы крайне необдуманно с моей стороны ошибочно предположить, что ты вся состоишь только лишь из красивого тела и совместного кофе. И на этом предположении, не познав глубины твоего тепла, обильного и дивного умиротворения от общения с тобою, уйти в поисках новых, более доступных впечатлений. Меня воспитали иначе. Пойми, моя милая, что я уже не уйду из твоей жизни. Куда бы ты ни пошла, там и я буду. Все мироздание гласит обо мне. Вокруг ты заметишь распечатанные строки из моих несмолкаемых писем. Довольно лишь немного наблюдательности, как все распакуется так, как это я и задумал. Я не уйду, я вознесусь. Где обстоятельства будут в моих руках, откуда я буду виднее тебе, потому что я хочу тебе понравиться, хочу стать любимым. И на кон я поставил абсолютно все, имеющееся у меня в распоряжении. Когда твой путь расходился с моим, глаза мои гасли. А я обожал спешить навстречу тебе, строя в собственном воображении нашу возможную встречу. У меня во дворе жила одна семья. Ну, как семья? Девушка с маленьким 5-летним сыном, к которой иногда приезжал отец этого мальчика. Я не особо хорошо их знал. Мне было лишь известно, что отец ребенка с ними не жил, а навещал от силы 1 раз в 3 месяца. Я просто отчетливо запомнил выражение глаз и радость на лице мальчика, когда он знал, что именно сегодня придет его папа. Было неважно, дождь ли на улице или невыносимая жара. Мальчик умолял маму ждать папу во дворе дома перед подъездом, чтобы быть чуть ближе к тому месту, куда подойдет его папа. Он не знал, где тот живет, но он своим детским умом понимал, что, спустившись на улицу на 1-й этаж, он может быть хоть так, но ближе к своему отцу. Он больше ничего не умел. Он не мог самостоятельно поехать на метро или троллейбусе к отцу. Он мог заблудиться в городе, но он мог лишь выйти во двор и там ждать. Он хотел быть ближе к папе. И потому выходил туда, где мог быть ближе к своему любимому папочке. Неоднократно замечая именно эту сцену, я в какой-то миг понял, что я и есть вот этот самый мальчик, который так сильно ждет тебя. У меня нет твоих координат, но у меня есть мой подъезд из моего видеоканала, у меня есть двор, в котором я соорудил скамейку из моих бумажных писем. И я могу лишь надеяться на то, что ты однажды приедешь ко мне, чтобы меня обнять. Обнять того, кто безгранично любит тебя, которому ничего от тебя не нужно, лишь бы просто быть рядом. Я настоящий. Да, и чувства мои честные. Оттого и убедительны мои тексты. Я не пишу ради твоего бесценного лайка.
Мне драгоценны моменты, когда внутри тебя вспыхивает любовь по мне. И если ты лишь слегка прикоснешься к моему лицу на этом фото, я буду знать, что я не зря жду тебя у подъезда моего дома. Если бы ты знала, как я хочу прислониться головой к твоим коленям.